Добрый день, друзья! Сегодня покажу вам, как правильно приготовить сахарный сироп. В данном случае мы будем готовить инвертированный сахарный сироп. От приготовления обычного сахарного сиропа ничем не отличается от инвертированного. В процессе вы поймете разницу. Для этого мы используем чистую посуду и обязательно родниковую воду. Сейчас на экране вы видите табличку, пропорции, которые я использую для приготовления сиропа. Я сейчас пользуюсь цифрами, приведенными внизу таблицы. Вы видите 5 литров готового сиропа. Это 4,6 килограмма сахара и 2,3 литра воды. Я умножил все на 2, получим 10 литров готового сиропа. Мне проще его будет разливать в емкости по 10 литров, точно зная его количество и концентрацию. И, естественно, умножаем все на 2, получаем 9,2 килограмма сахара, 4,6 литра воды. Ставим воду на огонь. Доводим воду до кипения. Для этого накрываем крышкой, чтобы она быстрее закипела. Вода закипела. Аккуратно открываем крышку, соблюдая технику безопасности, чтобы не обжечься паром. И в эту воду высыпаем наш заранее отвешенный сахар. Очень важно, чтобы сахар был без комков, не было крупных комочков, потому что при высыпании может очень сильно брызнуть кипяток вам на руки. Когда сахар сыпется, а не падает, этого не произойдет. Хорошо, когда у вас вся навеска одним весом. Не приходится высыпать долго из пакетиков. А теперь берем деревянную ложку, лопаточку и тщательно, аккуратно размешиваем сахар в воде до полного растворения. Пока размешиваем, расскажу о преимуществах сиропа. В первую очередь сахарный сироп применяют для подкормки пчел и замены кормов в зиму, для успешной зимовки пчел, для того, чтобы на подсолнухе пчелы не погибли зимой. Он очень сильно садится в сотах, является тяжелым для кишечника, и поэтому на меде из подсолнуха пчелы могут не перезимовать. Для этого удаляется из гнезда весь мед, который вы точно знаете, что там подсолнух, а не майский мед, который имеет дольший срок хранения в сотах. И закармливаете пчел сахарным. Закармливание пчел происходит сразу после откачки меда. Многие пчеловоды используют обычный сахарный сироп. По сути дела, он у нас уже готов. Мы просто растворили сахар в воде в определенных пропорциях. Из таблицы вы видели, что данный сахарный сироп концентрации 70%. Он будет вот такой вот довольно густоватенький. Чем хорош он в осень, тем что в нем содержится всего 30% воды. А значит, пчелы намного быстрее выпарят из него лишнюю воду. И он пойдет в зиму готовым гораздо раньше. Слабые пчелы, которые участвовали в медосборе в августе месяце и в конце августа, переработают сахарный сироп и также отойдут. А молодое потомство, вышедшее из ячеек, останется в зиму, и семья будет сохранена и будет зимовать сильной, здоровой. В такой сироп можно добавлять различного рода витамины, подкормки. Какие я добавляю, буду рассказывать позже в следующих видео по мере того, как я это делаю со своими пчелками. Что касается более жидкого сиропа, вы можете готовить такой концентрированный, потом разбавлять кипяченой теплой водой. Либо же
сразу делать нужную вам концентрацию. При весенних подкормках используется более жидкая фракция сахарного сиропа. Что такое инвертированный сахарный сироп? Есть такой фермент инвертаза, он используется в пищевой промышленности для того, чтобы из обычного сахарного сиропа приготовить инвертированный сахарный сироп. Итак, следующий этап. Мы в готовый растворенный сироп из сахара добавляем инвертазу. Это сертификат качества препарата. Вот так он выглядит в упаковке при продаже. На нем написана инструкция по приготовлению. Мы берем для этого термометр, потому что инструкция требует точной температуры при добавлении самого фермента. Ждем, пока стабилизируются показания. Нам необходимо охладить сироп до плюс 40 градусов. Видим, показания стабилизировались. Температура в пределах 40-50 градусов, значит мы можем добавлять наш препарат. В инструкции написано 1-2, я беру 2. Для того, чтобы более полно сироп проинвертировался и с большей скоростью и надежностью. Тщательно размешиваем инвертазу в сахарном сиропе. После этого накрываем крышкой, укутываем и поддерживаем сутки, 24 часа температуру в пределах 40-50 градусов. Для этого достаточно раз в несколько часов, смотря какая у вас температура в комнате, открывать, подогревать, помешивать и опять укутывать. И так 24 часа выдерживаем данный сироп. Прошло 24 часа, сироп полностью проинвертировался. Если вы будете его использовать сразу, то пастеризовать не нужно. Но для хранения я его поставил на плиту, подогрел до 80 градусов. И таким образом нужно выдерживать 30 минут при температуре 80-82 градуса. Сироп будет храниться целый год. Скажу еще пару слов, почему решил использовать инвертированный сироп в своем пчеловодстве. Сначала попробовал, поэкспериментировал и понял, что это действительно стоящая вещь. Пчелы на этом сиропе дольше живут, лучше себя чувствуют и однозначно лучше зимуют. Вот такой сироп получился. После приготовления мы его разлили в такие бутылочки. Чистые, новые, ни разу не использованные. Для того, чтобы хранился без проблем, срок хранения его 1 год с момента производства.